Всем привет! Сегодня готовим тонкий слоеный лаваш с сыром по очень простому рецепту. Эти лепешки можно быстро приготовить к обеду или к ужину вместо хлеба, или взять с собой на пикник. Лепешки получаются очень вкусные и ароматные. И, конечно, вкуснее всего они, когда горячие, так как внутри плавится сыр. Посмотрите. Какая красота! Лепешка внутри получается слоеная, сырная. Вообще, конечно, великолепие. Как это вкусно! И для того, чтобы приготовить эти замечательные лепешки, мне понадобится для теста 325 граммов муки, 60 миллилитров горячей, только что закипевшей воды, 125 миллилитров просто теплой воды, пол чайной ложки соли и 15 граммов растительного масла без запаха. И так как лепешки я сегодня делаю с сыром и прослаиваю маслом, мне понадобится примерно 40 граммов растопленного сливочного масла и также сыр. Я использую сыр моцарелла. Мы очень любим сыр, и поэтому все делаем с достаточно большим количеством сыра. Здесь у меня 200 граммов. Конечно, если вы хотите, можно уменьшить количество сыра. В миску просеиваю муку. Добавляю соль. Перемешиваю. Сразу же добавляю растительное масло. Также слегка перемешиваю. И вливаю крутой кипяток. Поэтому, как видите, тесто я сейчас замешиваю ложкой. Часть муки заварится от кипятка, и тесто получится более эластичное. И теперь сюда я добавляю просто теплую воду. Ложку убираю. Буду уже дальше замешивать тесто рукой. С этим тестом очень приятно работать. Оно такое тепленькое получается, замечательное. Итак, посмотрите, я собрала тесто в один ком. Тесто получается вот такое мягкое, очень приятное. Я рекомендую не добавлять сюда больше муки, чтобы тесто оставалось вот таким приятным и очень мягким. Сейчас я его домешиваю прямо в миске, примерно в течение 3-4 минут. Посмотрите в итоге, какое нежное, очень мягкое тесто получилось. Тесто я закрываю пищевой пленкой и оставляю прямо на столе, чтобы оно полежало примерно минут 20-25. Если оно у вас полежит дольше, час или два, это тоже очень хорошо. И вообще можно его приготовить заранее. И когда надо готовить лепешки, это очень просто и удобно. Тесто у меня отдохнуло. Прошло примерно полчаса. Сейчас тесто я разделю на 5 частей. Я буду делать 5 лепешек. Посмотрите, какое тесто стало. Оно еще более мягкое. Чтобы не использовать лишний раз муку, стол и руки я слегка смазываю растительным маслом. И сейчас тесто разделю на 5 равных частей. Каждый кусочек теста я подкатываю в шар, чтобы легче потом было раскатывать саму лепешку. Кусочки теста, с которыми не работаем, обязательно закрываем пленкой, чтобы тесто не заветривалось. Сейчас буду раскатывать первую лепешку. Стол и саму лепешку смазываю слегка растительным маслом. И раскатываю. Раскатываю тесто как можно тоньше. Причем сначала тесто я немного раскатываю, а затем буду его слегка подтягивать. Посмотрите, я сейчас просто приподнимаю тесто и слегка его подтягиваю. Это очень легко. Приподнимаете и чуть-чуть подтягиваете. Как я уже сказала, если вам неудобно растягивать, если вы не привыкли к этому, просто раскатывайте скалкой. Тесто прекрасно поддается. Просто если тесто именно вот так вот приподнимать и растягивать, оно будет очень-очень тоненькое. Я очень тоненько растянула тесто.
Вот оно у меня все просвечивается. Кстати, если где-то тесто порвалось, в этом нет абсолютно ничего страшного. Сейчас я беру растопленное сливочное масло и слегка смазываю тесто. Все это я делаю для того, чтобы лепешка получилась такая слоеная. И теперь я беру один край теста и вот так вот подворачиваю. И подворачиваю с другой стороны. Теперь в середину лепешки я выкладываю сыр. Примерно 1/5 часть. Беру тесто и подворачиваю сверху его на сыр. И с другой стороны точно так же, только делаю внахлёст и немножечко защипываю край. Вот так, просто прижимаю пальцами. И первая лепешка у меня уже сформирована. Я взяла поднос, смазываю его растительным маслом. Можно взять обычную доску, на доску выкладывать лепешки. И переношу сюда сформированную лепешку. И сейчас сформирую еще пару штук и буду уже их печь на сковородке. Вторая лепешка у меня тоже уже готова. И я ее переношу на поднос. Я включила разогреваться сковородку. Надо ее хорошо раскалить. Когда сковородка хорошо разогрелась, швом вниз аккуратно я выкладываю лепешку. Лепешка готовится очень быстро. Сначала пару минут с одной стороны. Сейчас я лепешку переворачиваю на другую сторону. Как видите, с этой стороны она у меня еще не слишком сильно обжарилась. Я буду ее еще раз переворачивать. И, кстати, лепешки мы печем на совершенно сухой сковородке. С этой стороны также пеку примерно пару минут. И сейчас я лепешку еще раз переворачиваю на эту сторону. И посмотрите сейчас, как она надуется. Она будет такая классная. Посмотрите, как надулась лепешка. Вы видите? Как здорово! И она у меня уже готова. Снимаю лепешку на тарелку. Накрываю лепешку полотенцем и пеку следующую. Выкладываю на сковородку следующую лепешку. Когда я беру лепешки, я руки слегка смазываю растительным маслом, чтобы тесто не прилипло к рукам. Друзья, вы только посмотрите, какие лепешки получаются замечательные. И как они здорово пахнут. Я вообще обожаю любые лепешки, а которые с сыром, это просто мои фавориты. И фавориты в моей семье. Я сейчас попробую. Друзья, эти лепешки просто великолепные. Я не знаю, очень вкусные. Я всем рекомендую их приготовить и попробовать. Тем более, что готовятся они нереально быстро и просто. Я желаю всем приятного аппетита. Ставьте лайки, пишите комментарии. Делитесь этим новым видео с вашими друзьями в социальных сетях. Подписывайтесь, кто еще не подписан, на мой канал Люда Изи Кук «Позитивная кухня». Всем пока!